Большинство людей считают, что сильное послание должно следовать четкому, предсказуемому пути. Начало, середина, ясный конец. Но в реальной жизни все не так, не правда ли? Ваши мысли не выстраиваются в аккуратные пункты. Ваши проблемы не возникают одна за другой. Они перекрываются, сталкиваются, повторяются в разных формах. И именно поэтому такой сценарий работает так глубоко. Он отражает то, как на самом деле функционирует ваш разум. Вместо того, чтобы заставлять вас следовать жесткой структуре, он вовлекает вас в живой диалог. В один момент вы слышите вопрос, который кажется далеким, почти странным, а в следующий что-то щелкает, и вы понимаете, что он неприятно близок к вашей собственной реальности. Этот сдвиг тонкий, но мощный. Он устраняет ощущение обучения и заменяет его ощущением понимания, что делает его еще более убедительным. Так это то, как он смешивает слои, не объявляя о них. На первый взгляд, это кажется простым диалогом. Вопросы, ответы, обмен репликами. Но под поверхностью происходит нечто более острое. Каждый ответ несет в себе тихий психологический импульс. Каждый пример несет в себе отражение. И сами, того не осознавая, вы начинаете корректировать свою точку зрения не потому, что кто-то вам это сказал, а потому, что она внезапно обретает больше смысла, чем то, как вы думали раньше. Затем появляются микроистории, маленькие, почти случайные моменты, которые не должны иметь такого большого значения, предложения об отношениях, мимолетное замечание о страхе. Они незаметно проникают, но остаются, а позже, когда вы остаетесь наедине со своими мыслями, они возвращаются, яснее, громче, их невозможно игнорировать. Это не лекция, это не контрольный список. Это нечто гораздо более опасное в лучшем смысле слова. Это зеркало, которое постоянно движется, заставляя вас видеть себя с тех ракурсов, которых вы обычно избегаете. Это послание находит определенный тип людей, и это редко бывает случайно. Это те, кто уже пробовал простые ответы и тихо понял, что они не работают. Те, кто прислушивался к мотивации, читал советы, может быть, даже следовал им какое-то время, но все еще чувствует тот же груз, давящий на все. Не настолько громкий, чтобы запаниковать, но достаточно постоянный, чтобы изматать. И где-то между обязанностями, ожиданиями и собственными мыслями они начинают задавать более сложный вопрос. А что, если проблемы вовсе нет? Обычно это происходит на очень специфическом этапе жизни. Вы больше не пытаетесь впервые понять, кто вы есть, но и не полностью утвердились в том, кем стали. Вы что-то построили, отношения, распорядок дня, карьерный путь, но вместо ясности возникает трение, мелкие вещи начинают казаться тяжелее, разговоры повторяются. Решения кажутся сложнее, чем должны быть, и самое странное, что со стороны все может выглядеть хорошо, что делает это еще более интенсивным, так это внутренний шум. Чрезмерное обдумывание приходит не как хаос, а как логика. Вы начинаете анализировать все, что кто-то сказал, что он имел в виду, что вы должны были сделать по-другому. Вы прокручиваете моменты в голове, предсказываете результаты, сомневаетесь в собственных реакциях, и постепенно, незаметно для себя, вы перестаете доверять своим инстинктам. Вот тогда и наступает чувство подавленности. Не потому, что жизнь невыносима, а потому, что ваш разум не дает вам покоя. В этот момент мягкие советы начинают казаться почти оскорбительными. Нежное ободрение, расплывчатый позитив, поверхностное заверение – все это звучит хорошо, но не действует, потому что на самом деле вы ищете не комфорта, а ясности. Чего-то чистого, прямого, даже немного неудобного, чего-то, что пробьется сквозь шум, а не добавит его. И именно поэтому подобные сообщения распространяются так далеко через культуры, языки и социальные слои, потому что детали могут меняться, разные отношения, разное давление, разная обстановка, но суть остается неизменной. Напряжение между тем, кто вы есть, и тем, как вы живете. Тихие сомнения в правильности вашего выбора. Страх потратить время впустую – это не локальные проблемы, это человеческие проблемы. И когда что-то говорит на таком уровне, это не нуждается в переводе. Это просто нужно услышать. В тот момент, когда вы начинаете слушать, происходит нечто необычное. Здесь нет единой истории, которая бы захватывала вас от начала до конца. Нет тщательно выстроенного повествования, шаг за шагом ведущего вас.
Вместо этого вас погружают в фрагменты, небольшие самодостаточные моменты, которые поначалу кажутся отдельными, голос с проблемой, ситуация, которая кажется обыденной. Но затем, почти без предупреждения, один из этих фрагментов захватывает вас. Не потому, что он драматичен, а потому, что он кажется знакомым настолько, что его трудно игнорировать. Каждая история приходит незавершенной. Вы не получаете завершения сразу. Вам не преподносят решение. И именно это заставляет вас оставаться там, в напряжении, ждать. Потому что, как только вопрос задан, ваш разум не любит оставлять его без ответа. Он начинает искать, предсказывать, пытаться решить его еще до того, как ответ придет. И в этом процессе вы уже не просто слушаете, вы участвуете. Что делает это еще более захватывающим, так это то, что ничто не кажется преувеличенным. Это не отполированные кинематографические проблемы, призванные впечатлить, они простые, реальные, иногда даже обыденные, но именно в этом и заключается сила. Потому что реальность не нуждается в украшениях, чтобы быть впечатляющей. Когда вы слышите что-то, что легко могло бы быть вашей собственной ситуацией, ваша бдительность ослабевает. Между вами и историей не остается никакой дистанции. И в центре каждого момента напряжение, негромкое драматическое напряжение, а нечто более тихое и настойчивое, то, что живет внутри людей. Страх, который не проявляется на поверхности, растерянность, которая скрывается за повседневными решениями. Наряду с этим есть внешнее давление, отношения, которые кажутся неправильными, работа, которая отнимает больше, чем дает, ожидания, которые, кажется, никогда не закончатся. Эти два слоя сталкиваются, и именно это столкновение делает каждую историю живой. Затем происходит сдвиг. Как только вам кажется, что вы понимаете ситуацию, перспектива меняется. Проблема, которую вы считали внешней, внезапно оказывается внутренней. То, что выглядело как обстоятельство, начинает выглядеть как восприятие, и именно в этот момент все меняется. Потому что, как только ваше мышление подвергается сомнению, вы уже не можете этого разглядеть. Это постоянное движение от вопроса к напряжению и неожиданной ясности создает ритм, которому ваш разум стремится следовать. И прежде чем вы это осознаете, вы не просто наблюдаете за разворачивающимися историями, вы тихо переосмысливаете свою собственную. В манере подачи этого сообщения есть определенная острота, и вы чувствуете ей почти сразу. Оно не пытается вас расположить к себе или завоевать вашей теплотой. Оно говорит так, как будто уже ожидает вашего внимания, а не одобрения. Тон прямой, иногда даже неловкий, но именно поэтому он работает. Он не играет с вашими эмоциями, а прорезает их. И в мире, где большинство голосов пытаются все смягчить, такая ясность кажется странно освежающей, что делает его еще более эффективным, так это тихая уверенность, стоящая за ним. Нет колебаний, нет излишних объяснений, нет попыток доказать свою компетентность. Уверенность заложена в самой подаче. Даже когда сообщение простое, оно производит сильное впечатление, потому что не разбавлено. И вот, как раз когда напряжение начинает нарастать, происходит тонкий сдвиг, легкий юмор, почти непринужденный, который снимает напряжение, не нарушая потока. Он помогает оставаться в рамках, не позволяет воспринимать информацию как тяжелую и делает весь опыт более человечным. Структура, лежащая в основе всего этого, кажется на первый взгляд рыхлой, но она отнюдь не случайна. Каждый момент следует ритму, к которому ваш разум быстро адаптируется. Появляется проблема, часто звучащая знакомо. Прежде чем вы сможете полностью ее осмыслить, появляется быстрая и точная интерпретация. Затем происходит сбой, противоречие, которое бросает вызов вашим предположениям. И как только ваш разум начинает сопротивляться, перед вами предстает простая истина, достаточно ясная, чтобы с ней было трудно спорить. Затем она движется дальше, не задерживаясь, не давая вам времени успокоиться. Именно это постоянное движение удерживает ваше внимание. Здесь нет места скуке, потому что ничто не остается на месте достаточно долго, чтобы исчезнуть. Идеи не растягиваются на длинные объяснения, они приходят, поражают и уходят. Такой темп создает ощущение движения вперед, словно вас несет вперед, готовы вы к этому или нет. Сам формат сводит все к самому важному.
Это похоже на настоящий разговор, а не на представление. Никакой отполированности, никакого искусственного нагнетания, только голоса, вопросы и ответы. И эта простота укрепляет доверие, потому что, когда что-то кажется нефильтрованным, он окажется честным. А когда он окажется честным, вы гораздо охотнее слушаете, даже если то, что вы слышите, бросает вам вызов. На первый взгляд обещание кажется слишком простым. Внутренний покой ведет к настоящему счастью. Вы, вероятно, слышали что-то подобное раньше, может быть, даже поверили в это на мгновение, а затем забыли. Но что-то в этой формулировке задерживается ровно настолько, чтобы создать тихое напряжение. Потому что, если это утверждение верно, то возникает более неудобный вопрос, что, если все, зачем вы гонялись, на самом деле не является источником того, чего вы хотите. Вот тут-то и начинается настоящая работа крючка. Он не кричит, требуя вашего внимания, и не подавляет вас интенсивностью. Вместо этого он сеет тонкое сомнение. Это бросает вызов убеждению, о существовании которого вы даже не подозревали. Успех, отношения, прогресс – обычно это воспринимается как очевидный путь к счастью. Но как только это предположение ставится под сомнение, ваш разум естественным образом направляет его на поиск ясности. Что делает это еще интереснее, так это то, что начало не пытается драматично использовать это любопытство. Нет взрывного заявления, нет настойчивого призыва внимательно слушать. Все начинается непринужденно, почти так, как будто ничего значительного не должно произойти, и это отсутствие давления ослабляет вашу бдительность. Вы не готовитесь к тому, чтобы вас убедили. Вы просто слушаете. Затем без предупреждения появляется настоящий крючок, не в виде смелого утверждения, а через проблему. Голос, ситуация, ничто, основанное на реальности. И внезапно абстрактная идея счастья становится личной. Вы больше не думаете о концепциях, вы думаете о чьей-то жизни, чьей-то растерянности, чьей-то борьбе. И где-то в этот момент вы начинаете узнавать фрагменты собственного опыта. В этом и заключается сдвиг. Крючок перестает быть интеллектуальным и становится эмоциональным. Вы смотрите не из-за названия. Вы смотрите, потому что хотите понять, что произойдет дальше, каким может быть ответ и применим ли он к вам, и как только эта связь установлена, отвести взгляд становится гораздо сложнее. Эффективность этой связи заключается в том, что она никогда не кажется натянутой, на вас не указывают пальцем, не выделяют и не обращаются напрямую, заставляя вас осознавать себя как зрителя. Нет никакого «вы смотрите это прямо сейчас», которое вытягивает вас в центр внимания. Вместо этого вам позволено оставаться на заднем плане, тихо слушая, почти так, как будто вам не место здесь. И, как ни странно, именно эта дистанция и притягивает вас ближе. По мере развития разговора начинает происходить нечто тонкое. Вы слышите проблему, которая не совсем соответствует вашей ситуации, но некоторые ее части кажутся неприятно знакомыми. Реакция, шаблон, образ мышления. Вы видели это раньше, возможно, даже в себе. И без чьих-либо указаний ваш разум начинает заполнить пробелы. Вы начинаете переносить ситуацию в свою жизнь, корректируя детали, заменяя лица, делая ее личной, даже если вас об этом не просят. Это эффект проекции. Совет не адресован вам, но воспринимается так, будто адресован. Поскольку он не привязан к какой-то конкретной истории, он становится гибким, он меняется, он адаптируется. Предложение, сказанное одному человеку, внезапно кажется, что оно принадлежит вам. И это осознание приходит не от того, что вам это сказали, а от того, что вы сами это осознали, что делает его гораздо более сильным. Затем есть сам язык. Он не остается запертым в рамках отдельных ситуаций. Он расширяется до общих истин, утверждений, которые применимы за пределами момента. Когда вы слышите что-то вроде того, что люди терпят то, чего не должны, или что большинство проблем возникают из-за того, как мы думаем, а не из-за того, что происходит, это перестает быть вопросом одного звонившего. Это становится чем-то более широким, чем-то, что подходит для бесчисленных сценариев, включая ваш. И все это происходит в обстановке, которая кажется естественной, почти личной. Это не постановочное представление.
Это звучит как настоящий, неприукрашенный и ничем не прерываемый разговор. Вас не учат, вы подслушиваете. И поскольку это кажется реальным, вы больше доверяете этому. Поскольку вы доверяете этому, вы впитываете это. И прежде, чем вы это осознаете, дистанция между их разговором и вашей жизнью полностью исчезает. Причина, по которой вы продолжаете смотреть, поначалу не очевидна. Нет единой драматической сюжетной линии, которая бы вас захватывала. Нет обещания грандиозного откровения в конце, и все же вы не уходите. Потому что в тот момент, когда одна ситуация начинает успокаиваться, появляется другая, совершенно другая, но столь же захватывающая. Каждый новый голос приносит новую проблему, новый ракурс, новое напряжение. Это снова и снова перенаправляет ваше внимание, не требуя того. Ваш разум естественным образом склоняется к вопросам, особенно когда они кажутся реальными. Как только появляется одна проблема, вы начинаете формировать собственное мнение, почти инстинктивно. Чтобы вы сказали, какое решение будет правильным, и как только вы начинаете приходить к ответу, он подвергается сомнению, переворачивается или упрощается неожиданным для вас образом. Этот разрыв между вашими ожиданиями и реальным ответом поддерживает ваше любопытство. Вы остаетесь не только для того, чтобы услышать ответ, но и чтобы проверить свои собственные рассуждения, сопоставив их с ним. Темп играет в этом тихую, но решающую роль. Ничто не задерживается достаточно долго, чтобы не ощущаться тяжелым грузом. Идеи не расстегиваются на длинные объяснения, которые истощают ваше внимание. Они появляются быстро, производят впечатление и уступают место следующему моменту. Это постоянное движение поддерживает вовлеченность вашего ума, словно он движется вперед, прежде чем успевает отвлечься. В то же время эмоциональный тон постоянно меняется. Один момент кажется серьезным, почти напряженным. В следующий появляется оттенок юмора, который смягчает тяжесть. Затем он снова углубляется, становясь более задумчивым, прежде чем стать острым и прямым. Эти изменения предотвращают эмоциональную усталость. Вы не застреваете в одном состоянии достаточно долго, чтобы отключиться. И где-то во всех этих разных ситуациях вы находите частички себя. Не все совпадают, но что-то всегда совпадает. Реакция, страх, привычка. Чем больше точек зрения вы услышите, тем больше вероятность того, что одна из них вам понравится. Это накопление со временем создает более прочную связь. Однако по-настоящему все держится на непредсказуемости. Невозможно предсказать, что произойдет дальше. Будет ли ответ мягким или резким? Подтвердит ли он ваши предположения или полностью их опровергнет? Эта неопределенность держит ваше внимание в напряжении, и поэтому вы смотрите не один раз. Вы возвращаетесь, зная, что всегда есть что-то, что вы могли пропустить в первый раз. Есть причина, по которой сообщение не просто проходит мимо вас. Оно остается. И это происходит из-за того, как оно незаметно воздействует на множество психологических слоев. Одновременно, часто даже без вашего ведома, все начинается с уверенности. Не громкой, агрессивной уверенности, а чего-то более спокойного и основательного. Того, что не спрашивает разрешения, чтобы ему поверили. Когда кто-то говорит без колебаний, не смягчая слов, ваш разум естественным образом склоняется к доверию. Не потому, что вы что-то проверили, а потому, что самоуверенность воспринимается как доказательство. Затем, как только вы начинаете входить в этот ритм, что-то его нарушит. Появляется вопрос, который кажется почти слишком простым, но он затрагивает глубже, чем ожидалось. Почему ты остаешься там, где тебя не ценят? Почему ты терпишь то, что причиняет тебе боль? Это неслаженные идеи, но они разрушают привычные шаблоны мышления. Они прерывают оправдания, которые ты повторяешь себе, и в этом прерывании возникает момент ясности, который трудно игнорировать. Под этим скрывается более тихая сила, тонкое чувство срочности, которое возникает не от давления, а от изменения перспективы. Когда тебе напоминают, пусть даже на мгновение, что время ограничено, что-то меняется. То, что ты откладывал, избегал или слишком много обдумывал, внезапно кажется более актуальным. Не в смысле паники, а в смысле устранения ненужных колебаний. В то же время во всем этом есть и успокоение.
Ты слышишь знакомые проблемы, реакции, которые отражают твои собственные. И вместо чувства изоляции ты начинаешь чувствовать, что тебя видят. То, что ты считал уникальным, оказывается общим. Это осознание смягчает сопротивление. Оно делает тебя более открытым для того, что последует. И на протяжении всего этого любопытства неустанно тянет вас вперед. Каждый ответ порождает новый вопрос. Каждая ситуация открывает новые возможности. Вы остаетесь не только ради понимания, но и потому, что что-то внутри вас хочет продолжать открывать для себя, что будет дальше. Распространение чего-либо зависит не только от его полезности, но и от того, насколько легко оно переходит от одного человека к другому, не теряя своего воздействия. И этот формат создан именно для такого распространения. Каждый ответ самодостаточен, достаточно полный, чтобы быть понятым изолированно, и в то же время достаточно сильный, чтобы вызвать реакцию. Вам не нужен полный контекст, чтобы что-то почувствовать. Один ответ, одна строка могут нести в себе вес всего сообщения, что делает его легким для извлечения, распространения и передачи. В способе выражения идей также есть определенная острота. Они не смягчаются, чтобы угодить всем. Они стремятся к ясности, даже когда эта ясность кажется неудобной. И именно это заставляет людей хотеть ими делиться. Не потому, что они согласны со всем, а потому, что сильные мнения вызывают отклик. Они приглашают к обсуждению, несогласию, размышлению. А все, что вызывает реакцию, имеет гораздо больше шансов распространиться дальше. В то же время контент не принадлежит узкому кругу людей. Ситуации разнообразны, эмоции знакомы, закономерности узнаваемы в жизни разных людей. Человек, смотрящий совершенно другого опыта, все равно может найти что-то, что найдет отклик. Эта широкая узнаваемость повышает вероятность того, что, если один человек найдет в этом что-то близкое, он подумает и о ком-то другом, кому это тоже может понравиться. Но помимо всего этого, есть нечто более глубокое, что скрепляет все воедино. Дело не только в том, что говорится, но и в том, от кого это исходит. Последовательность тона, уверенность подачи, личность за голосом – все это создает ощущение присутствия, которое запоминается. И именно это присутствие поддерживает интерес к контенту после одного просмотра, потому что в конечном итоге распространяются не сами слова. Распространяется убежденность, стоящая за ними, манера их подачи и чувства, которые они оставляют после себя, заставляя человека решить, что это стоит передать дальше. В какой-то момент вы понимаете, что наблюдаете не просто за одним фрагментом контента, вы наблюдаете за работой системы. Оно не полагается на одну идеальную историю, один эмоциональный пик или одну тщательно выстроенную сюжетную линию. Вместо этого оно постоянно генерирует моменты, один за другим, каждый со своим напряжением, своим смыслом, своим воздействием, и это меняет все в вашем восприятии. Потому что, когда вы видите это ясно, это перестает быть сценарием в традиционном смысле. Это не то, что вы пишете один раз и надеетесь на успех. Это то, что продолжает приносить пользу каждый раз, когда запускается. Каждая новая ситуация становится возможностью. Каждый вопрос становится дверью. Вы не зависите от того, сработает ли одна идея. У вас есть структура, которая позволяет идеям бесконечно течь. Именно здесь большинство людей ограничивают себя, не осознавая того. Они тратят всю свою энергию, пытаясь создать одно мощное послание, одну идеальную сюжетную линию, которая найдет отклик у всех. Но правда в том, что люди не привязываются к чему-то одному. Они привязываются ко многим мелочам с течением времени. Предложение здесь, осознание там, момент, который кажется личным так, как они не ожидали. И когда вы создаете нечто, что может многократно дарить эти моменты, вы перестаете гнаться за вниманием и начинаете его удерживать. Что делает этот подход еще более мощным, так это его естественная масштабируемость. Вам не нужно заново изобретать себя с каждым новым материалом. Суть остается неизменной. Перспектива, тон, подход к решению проблем. Меняются лишь ситуации, ракурсы, человеческий опыт, который вы в него привносите. А поскольку их бесконечно много, система никогда не исчерпывается. Поэтому вместо вопроса, какую историю мне рассказать дальше,
Вопрос становится гораздо более важным. Какую проблему я могу исследовать дальше? Потому что каждая проблема содержит в себе историю, конфликт и решение, ожидающее своего раскрытия. И как только вы начинаете думать таким образом, вы перестаете создавать контент по частям. Вы строите нечто, что продолжает создавать для вас.